Если вы интересуетесь каньонами Юты и Аризоны, то наверняка знаете о каньоне Антилопы. Даже если не интересуетесь, то, возможно, встречали фотографии антилопы на обоях Windows. Каньон Антилопы относится к особому классу – слотовые каньоны. В Антилопу можно попасть только с официальным туром в окружении десятков, если не сотен туристов. Сейчас мы находимся в другом слотовом каньоне, куда не надо покупать дорогостоящий тур, не нужны проводники, а стоимость пропуска всего лишь $6 на человека. Buckskin Gulch – самый длинный слотовый каньон в мире. Он тянется на 15 миль, то есть больше 30 километров. Мы, конечно, не собираемся забираться так далеко, а хотим пройти только по самой близкой части каньона. Чтобы попасть в Buckskin Gulch, на волну и White Pocket, тут во все эти три места надо ехать по одной и той же дороге. И она, когда сухая, когда дождей нет, она, в общем-то, совершенно проходимая любой машиной. Сейчас вот мы видели Тесла, ехала впереди нас, значит, она так сначала резво ехала, а потом мы ее обогнали, притормозили они. Проехать по дороге совсем не проблема, но эта дорога, это чисто стиральная доска. О, на этой дороге сделали мост. В прошлый раз этого моста не было. Через этот ручей, когда идут дожди, проезжать проблематично. Сейчас, конечно, с тем, что сделали мостик через ручей, совершенно все это упростило поездки на любых типах машин. Сейчас без 15,8 мы выехали из Пейджа без 15,7. Ровно час заняло у нас проехать. Чтобы идти на Buckskin Gulch, надо получить пермит, разрешение. Он стоит, как я уже говорил, $6 на человека. В идеале проще всего его купить заблаговременно на веб-сайте и просто распечатать и положить под лобовое стекло. Но если поездка такая спонтанная или по какой-то причине не был куплен другой пермит, то его можно купить здесь. Я не знаю, как это пользоваться этой станцией. Написано коснуться. Но мы оплатили пермит на веб-сайте, поэтому я, кстати, забыл его распечатать. Поэтому просто на бумажке написал номер разрешения, номер пермита и положил под лобовое стекло. Wire Pass. Это наш трейл. И сейчас как раз 8 часов, вот когда мы собирались выходить, подъехали рейнджеры и начали ходить проверять у всех машины регистрацию, резервирование эти пермиты, чтобы разрешения были у всех показаны. Поход в Buckskin Gulch состоит из 3 частей. Первые 2 километра это просто тропа, где идешь вот по такому сухому ручью. И постоянно вниз, вниз, вниз. То есть, когда возвращаться будем, это надо будет идти постоянно вверх, вверх, вверх. Так, сейчас подходим к первому слотовому каньону, который называется Wire Pass. И здесь прямо перед, я уже вижу вход в него. Я видел знаменитая коряга, по которой люди думают, то ли пролазить ее через верх. Некоторые лезут через верх, некоторые лезут через низ. Я бы пролез через низ, если бы у меня не было рюкзака, который мне не хочется отстегивать. А через верх фотоаппарат мешает. Хорошо тем, у кого длинные ноги. Через такую корягу перебираться, конечно. Не то, что нам, коротконожкам. Признак того, что здесь потоки воды. Тянут эти коряги. Слотовые каньоны красного цвета, они, конечно, совершенно другое впечатление больше производят, чем калифорнийские слотовые белые каньоны. О, а вот и знаменитая лестница, которую время от времени смывают потоками воды. Блин, совершенно плоская стена. Абсолютно плоская стена.
Здесь в какой-то момент Wirepass становится довольно узким. Так что даже двум людям 100% не разойтись, но даже один человек, если он широкоплечий, скажем так, как я, то ему уже будет сложно. Прямо на выходе из каньона Wirepass стоит такая арка, они называются слепые арки. Ее представить размер сложно. Даже я, когда вышел, то есть глазом же можно оценить, я посмотрел такой: о, вау, какая большая арка. Сейчас вы увидите, какая это большая арка. Вот сейчас я нахожусь под ней. Я измерил дальномером высоту, а ее высота 12 метров. То есть где-то 3-4-этажный дом. Здесь же на выходе из Wirepass, непосредственно перед входом в Buckskin Gulch, видны петроглифы индейцев. Наша первая лужа, которую невозможно обойти. Но у нас есть специальные тапки для ходьбы по воде. Элегантным движением руки брюки превращаются в незаметным движением руки брюки превращаются в элегантные шорты. Тут же все еще заполнено валунами такими. Неизвестно ни глубина, ни насколько это ровная поверхность. Сейчас только что встретили людей, возвращаются. Я спросил, как далеко зашли. Лошадиные какахи. То есть кто-то на лошадях сюда ездит. Я знаю, что там где-то сзади на лошадях ездит. Навоз наваленный, ё-моё. Говорю, как далеко вы зашли? Уже говорит, да, наверное, минут всего лишь 10 отсюда, потому что дальше начинается дошли до слишком глубокой лужи. Говорит, мне по грудь. И я, говорит, мы дальше не пошли. Мужик выше меня. К слову. У нас есть подозрение, что это будет глубокая лужа. Может быть та, которая по пояс, а может та, которая по грудь. Поэтому я сейчас пойду немного пройдусь, и скорее всего надо будет переодеваться для ходьбы по глубоким лужам. Да. О, ёпарасота. То есть вот такой глубины, почти до резиновой этой палки. Если я сейчас померяю. Дотянуться до стены. Слотовые каньоны — это всегда проточенные такими бурными потоками воды, которые тянут вот эти валуны, песок, крупные камни, мелкие камни. Все это бурлит, и именно этот поток воды с камнями протачивает эти каньоны. Этот процесс продолжается и в наше время, в общем-то. И даже сейчас о силе потоков воды может говорить, что, допустим, Wirepass вот лестницу регулярно разламывает, что и приходится менять. В этом каньоне, в Buckskin Gulch, неоднократно мы видели, что какие-то коряги застряли
на большой высоте, там типа метров 5 или выше даже от земли. То есть это так, такой поток воды так поднимается высоко. Перед тем, как поехать сюда, мы мониторили постоянно погоду, потому что, как ни странно, именно лето – это сезон дождей в здешних краях. То есть основные дожди – это сезон муссонов, и он тянется где-то с июля по сентябрь, по-моему. А мы в августе, в середине сезона. И вот эти лужи, которые мы видели и пересекали, они же связаны именно с тем, что где-то идут дожди. О, блин, какие здесь постоянно встречаются такие формы. Вот я скажу, что чем отличается Бакскин Галч, на мой взгляд, от каньона Антилопы, хотя они похожи. Он какой-то все-таки более мрачный. Он мрачный, такой более какой-то мощный. Зловещий. Зловещий, мощный. И мы мониторили погоду. И постоянно то там, то сям дождики идут. Но вроде в последнюю неделю особых дождей не было. Но эти лужи не высыхают. Я видел видео, где говорили, что еще даже и в осенние месяцы бывают лужи. Наверное, самое сухое время, чтобы ходить по Бакскин Галч, это зима и весна. Зимние, весенние месяцы. Сейчас уже 2 час дня. Вот за все время, пока мы идем, мы встретили только две группы людей. Обе группы мы видели в Вайерпанс, они нас обогнали. Одна потом исчезла, там мужчина с детьми был. А вторая группа, которая нас обогнала, они попались нам потом навстречу, возвращающиеся из Бакски Галч. Они сказали, что через ту лужу, которая по грудь, они не решились идти. И вот с тех пор, сколько мы идем, вообще ни одного человека. Птичка. Только птички чирикают. Я принес дальномер сюда специально в этот каньон, чтобы измерить высоту. Ё-моё, самый верхний карниз, наверное, где-то близко к вершине стены, 43 метра высота. Ни хера себе, 43 метра. Бакскин Галч интересен тем, что с одной стороны, вроде бы он кажется постоянно там, одно и то же, одинаковый слотовый каньон. За углом все то же самое. Но в то же время, когда идешь, за углом оказывается не все то же самое, а все чуть-чуть немного другое. То стены высокие, то они там как-то извиваются, то наоборот такая прямая расщелина. И хочется там, сейчас до туда дойду, посмотрю еще чуть-чуть. Поворачиваешь за угол, а там что-то другое. И еще немного пройти. И я уже такой, ладно, нам надо идти до конца. Мы поставили время себе, что в 3:20 поворачиваемся. Разворачиваемся, идем обратно. Я даже думаю так, я штатив упакую, ничего фотографировать не буду. Они все фотки одинаковые. И каждый раз за угол за какой-то заворачиваешь. А надо вот это посмотреть. А надо вот это сфотографировать. И опять распаковываю штатив. И опять даю себе обещание, что все, запакую и больше уже ничего не буду фотографировать. Наверное, пока что по всей длине, сколько вот мы в Бакскин Галч прошли, это самый узкий участок его. В Вайерпанс прикол, там чуть ли не боком надо идти. А здесь спокойно можно ходить, но все равно чувствуется, что узковато. И вот опять такая же ситуация. Дух захватывает. И кажется, вот здесь надо остановиться и фотографировать, и смотреть. Особенно вот зеленая плесень, смотри. Или мох, или трава. 100% надо сфотографировать. А вон трава. Вот здесь, где исчезли, смотри, совсем валуны. Чисто песчаная дорога, и он стал тоже совсем другим. Да, он больше стал похож на антилопу. И покрытие вот
Поверхность песчаная, как в антилопе. И сам он такой более извилистый, как антилопа, стены. Глянь. О, вот следы того, что говорит о том, о высоте водных потоков. Конечная точка нашего похода — Buckskin Gulch Overlook Point. Его очень легко найти и увидеть на фотографиях. Ой, какой ветер, блин. Здесь такая же точно слепая арка, абсолютный близнец той слепой арки, которая была в конце Wire Pass Canyon. И как уже понятно из того видео, очень сложно определить без масштаба, насколько же велик размер этой арки. Ой! Так, по-моему, вот это самый высокий участок. 11 метров, на 2 метра ниже, чем арка на выходе из Wire Pass Canyon. Ну, на этом все. Нам теперь надо возвращаться. Наверное, мы еще добавим, может быть, в конце несколько кадров из каньона, но нам нужно спешить обратно.